самом разгаре битва за возможность сыграть против титульника Магнусевича Карлсена и Sport World Cup 2026. Саня Фартовый халявщик встречается против Дани Дубины Дубова. Кто кого, халява или Дубина, будем посмотреть. Саня Фартовый закидает своего пихунделя на Е4, Даня отвечает С5. Самая вонючая защита для белых. Ходом С3 Саня решил сыграть Аляпина вариант. И Даня сразу засунул Е5, как Хикару Накамура на своих стримах. Конинка пошла на F3, конинка на C6, Е5 засунута для того, чтобы на D4 как-то протестовать. Слонинка аккуратненько на поле F7 посматривает, развивается, конина также развивается. Здесь ребята знают, что такое шахматная теория, что надо развивать фигуры, кто бы сомневался. И в этом моменте обычно играют D3 или D4. Санька Фартовый решил двинуть в рокировку, отдать пешку на поле Е4, сыграть в гомбитном стиле. Даня тырит пихунделя на Е4, угрожает засунуть d5 по центру, чтобы укрепить своего коня. Тогда ладейка на Е1, на коня нападаем, и после d5 Саня имеет, скорее всего, заготовку, ведь на такой ход есть слон b5, он связывает конину, конь Е5 угрожает прыжок, плюс угрожает d3, там как-то есть прикол на пешке Е5. Даня укрепляет пешку на поле Е5 и ходом конь d3. Пешка спрашивает документы у коня, говорит: у вас тут место не оплачено. А что не оплачено? Позвольте съебать с этого царского поля, я вас попрошу отойти. А тебя я попрошу подписаться, лайк видосу поставить, если ты впервые на канале, заходи на огонек. Иногда видосики публикуются, иногда часто даже. Пора бы забрать пешку на поле Е5, пользуясь связкой вот этого коня. Даня идет в рокировку, отдает еще одну пешку на поле С6. На. И вместо того, чтобы забрать на поле С6, получится неудобный вариант, если забрал вот здесь бам. Получается вот такой жбан с пропердоном. Напал сюда и напал сюда. Поэтому пешка на С6 такая. Вся такая, раз такая, фиолетовая. Слоном Саня Фартовый халявщик вяжет еще одного коня, чтобы не рыпался. Ладья Е8, давление на коня Е5, и можно ходом d4 укрепить. Так Саня и играет, укрепил пешку на поле Е5, ведь на кону возможность сыграть с Магнусом, помериться дубинами и пропеллером. На поле С7 брать по-прежнему нельзя из-за тех же вонючих вариантов. Ферзем на поле С7 и H2 пешка падает. Слон F5, Даня развивает своего мистера Хобота. Мистер Скакун идет на поле d2, h6 пошел сюда, слон h4. И вот сейчас, вместо адекватного хода, какого-то там ферзь b8, нападая на пешку b2, нападая на коня e5 и нападая косвенно рентгеном на пешку h2, Даня делает ход левой пяткой, подвигает ладейку на поле e6, что позволяет Сане сразу же присосаться к слону на поле f5 и показать, что этот ход ладья e6 был никудышним. Ферзь f3 пошел, напал на слона. На поле f5 слону необходимо куда-нибудь отступить. Слон отступает сюда, закрыл форточку своему королю, и конь g4, пользуясь связкой, есть желание сдвоить пешки на поле f6, а потом как-то ферзем подойти. Развивается атака, закручивается какая-то ситуация. Аккуратненько, чтобы не было сдвоенных пешек, Даня сандалит своего слона и уже получает худшую позицию, но сила мастера в конце. Наблюдаем. Просто так эти партии сдавать никто не будет. Ладья Е6 на и ладья Е1. Получается в позиции черных еще один слабак на поле Е6, но его можно защитить ходом слон F5, ходом конь Е4 можно его защитить. Как хочешь, так и дрочишь, так и защищаешь. Слон F5. Даня защищает. Еще одна ошибочка. Кстати, контроль у нас рапидный. Почему не забрать коня вот здесь на G4? Хороший вопрос. Можно забрать просто коня, разменяться, и все как бы хорошо вот здесь забрал. И потом ладья Е8 защитить. Ну да ладно, кто мы такие, да? Нам с движком виднее, согласен. Слонина F5 следует в партии. На. Разменялись. Массовый разрыв шаблона и пердаков на поле F6. Игроки переходят в эндшпиль, где у Сани Фартового халявщика на пешку
чуточку больше. Ладья b8, лучше было бы аккуратненько стать на поле b3, но Саня решил задвинуть сюда, приписюнить на поле c5, защитить пешку на поле c5, без тавтологии. Ходом a5 Даня показывает, что он знает, как играть эндшпиль, как подрывать такие структуры. Ходом a3 Саня укрепляется. Даня опять подводит ладейку на 8, да что ж такое, почему ошибка? Почему ошибка, ведь царский ход. Конь скачет на поле b3, желает вырубить крайнюю пешку на поле a5. Забрал, и теперь этот конь может себе скакануть с кайфом на поле a5, но ладейка может зайти в тыл и забрать пешку на поле c3. К сожалению, ладейка никуда не идет. Даня двигает по центру пешку. Конь скачет на поле a5, но сейчас пешка уже защищена, но все равно можно жахнуть на поле c6, ведь слонина на поле f5 подвисает. Ой-ой-ой, неприятности. Ладья f8, чтобы на c6 уже слон защищался ладьей. h3 форточку. Надо. Какая жизнь без форточки? Ладья f7, я вообще не понял, что это за ход. Что это за ход? Лучше было бы сыграть слоном на d7, просто размен предложить и играть свою лучшую картку. Свою лучшую партию отыгрывать здесь. Но в партии ладья f7 все же следует g3 подошел. Саня нападает на e5, на d4 пошла тепленькая вперед. Конина переформатировалась как флешка на 8 гигабайт на поле c4. d3 Даня задвигает дальше. Это был финальный зелок в этой партии, на мое скромное мнение. Все же лучше было бы затырить на c3, продолжать сопротивление, отдать на e5 и попытаться провести в ферзи пешку по линии c. Но кто мы такие? d3 хочет, d3 задвигает. Теряется пешка на поле e5, на! И вместо того, чтобы отойти на g5, сделать угрозу взятия там как-то, или потом угрозу d2, ведь ферзь будет посматривать вот сюда, d2 можно будет сыграть, слон c2 и просто d1 поставить. Ферзя! Но нет, ладья f8 играет. Даня подставляется где-то в будущем под вилку, но он не подставится, это так, забегая наперед. Саня фартовый нападает на пешку d3, чтобы она дальше не двинулась. Ладья сюда пошла на e8, конь d3, ферзь c3, конь f4. Теперь можно поменяться. Можно, конечно, еще вот здесь поиметь пихунделя. Но вот если забрать пихунделя вот здесь, есть некоторые нюансы. Потом после конь h5 куда-то на мат напал. А если потом от мата защищаться, e7, последует мат в 3 хода, ладья d8. Просто вот так, конина сюда, сюда шаг, сюда раз и сюда раз. Но ведь можно еще защититься вот так вот g5, скажете вы. Но тогда качество теряется и все равно нефиг делать. Но почему-то Даня все сделал правильно, неудивительно ли, да? Забрал на g3, все хорошо, и получается эндшпиль, где у черных нет двух пешек. Но зато есть слон. Слон немножко сильнее, когда открытые линии. Надо только эти линии открыть. Ладья залазит сюда на e4, нападает на пешку. На b4 ша. Король пошел, и ладья d6. Если хочешь меняться, бери на b4. Я заберу на c7. Потихоньку времечко подходит к концу у ребят. Сейчас начнется махач на флажках. И что из этого получится, мы посмотрим дальше. Проверь, поставил ли ты лайк этому видео и подписался ли на канал. Это важно для тебя и для меня. Ладья b4. Упала пешка и упала пешка на c6. Ладья b2. Чтобы засунуть свою ладью в зад этой пешки и посматривать ей вслед. Ладья c7. Ша! Сильный ход. Король пошел сюда. Конь h5. Еще одна пешка падает. Вот это уже неприятные моменты уже пешек. До хера пешек уже у белых здесь. Слон e4. Саня фартовый халявщик не собирается дарить Дубову партию. Дубов походу собирается подарить. Конь f4. Позиция плюс 5, но Даня еще пытается зарядить, защитить, все сделать. Ведь все мы помним прошлую партию, где Синдаров играл с Ароняном. Там такие приколы творились. Ты можешь посмотреть, если еще не смотрел. Ссылка в закрепленном комментарии. H4 пошел, Саня, слон f5. Напал сюда, король e5. И ладья c7, пешку надо беречь. Потихоньку надо также ее вести в ферзи. Слон e4, король h2 пошел. На поле g2 конь защищает, все хорошо. Эндшпиль, Стоялова. Я бы не сказал, что ничейная Стоялова, ведь целых 3 пешки. Но главное, нигде не зевнуть никакого мата. У Дани не остается даже никакого брата-акробата. Сюда пошел. И вот пешки начали свое движение. Еще шах. Потерял слона. Да ёптель-моптель. Еще потерял ладью. ПРСТ. И вот в этой грандиозной партии, в дуэли с 3 партий, Даня ливает 2-1.